Друзья, всем привет! Мы приехали в город Дунхуань, где находится самая большая пустыня в Китае Гоби, для того, чтобы сделать тест-драйв Zeekr 8X. Полный обзор был на нашем канале, а сегодня тест-драйв. Чистый кайф и угар. Первое испытание, которое приготовил нам Zeekr, это испытание на управляемость. Будут змейки, сложные повороты и так далее. Сначала нас прокатил мастер, дал понюхать пороху, ну а после мы уже самостоятельно сели за руль, и вот что из этого вышло. Так, ну что, ребята, а теперь моя очередь. Давайте протестируем, насколько он хорошо управляется. Поехали. Обратите внимание, у нас дорога. Трассу они поставили сложную. Вот такие вот различные препятствия. Слушайте, машину не валит вообще на поворотах. Просто отлично. Чувствуешь дорогу великолепно. Просто великолепно, друзья. Обалдеть. Я уже в предвкушении, как на ней можно в шашечки играть на дороге. Это для любителей. Это просто восторг какой-то. Несмотря на то, что здесь нет 48-вольтовой стабилизации у нас, ее валит не сильно. Классно. Да, 48-вольтовая стабилизация – это тема, это вещь. В 9X она есть. Мы ее тестировали, мы вам показывали, рассказывали про нее. Но, ребят, здесь я скажу так, что разницы особо большой нету, поэтому класс вообще. Ощущение просто великолепное ощущение. Остроты руля не хватило. Вот руль, да, хочется, чтобы был немножечко поострее. Погнали. О, какое веселье же все же, а! Как он держит дорогу просто вообще. И это мы едем по... Чему это? Я ж на эмоциях забыл. По обычной плитке. По обычной плитке, ребята. Ну, это, блин, что-то с чем-то, конечно, да. Да, руль хочется чуть поострее. Я, Леш, с тобой соглашусь. Да. Ну ничего, скоро будут рули другие, да, Антон? Да. Мне кажется, да. Да и в целом. Через буквально пару дней будет. Пару дней, да. Интересно. Про интересный руль. Вот там хочется вот такое с тем рулем попробовать однозначно. Так, ну что, ребят, прокатились мы на 900 силах. Ну, как бы так, да маловато, конечно. А давайте теперь проедем на 1400. Версия Yaoin, 1400 лошадиных сил. Поехали. — 1400 и 900. Честно, я разницу вот на этом участке не почувствовал вообще. От слова ноль. Даже вы знаете что? Даже вот модель 900 лошадиных сил я чувствовал на трассе лучше, более комфортно. Но вот эта черная решетка, она мне так нравится. Если бы я, наверное, брал, я бы брал версию вон ту, но с черной решеткой. И вот, Антон, тебе вопрос как руководителю отдела подбора. Скажи, пожалуйста, могу я взять дешевую версию, но поставить черную решетку? На сегодняшний день по конфигуратору, да, ты можешь выбрать черный цвет с черной решеткой. Белый, серый, красный пока нет. Будет ли в дальнейшем после официального лаунча доступен черный костюм на других цветах, пока не ясно. Вот, честно говоря, мне что в той версии, что в этой версии, мне не хватило остроты руля. То есть руль, он какой-то, знаете, немножечко слабый, который хотелось бы у автомобиля с такой мощностью. Были бы деньги, я бы не стал бы экономить и тому подобное, я бы взял бы фулл и не парился бы вообще. Но для чего тебе нужны 1400 лошадиных сил? Давай по-честному. Почему эта версия? Компас Turn, да? Угу. Тебе будет доступен. Который, возможно, тебе где-то пригодится. Возможно, когда-нибудь, то есть КПД этой фишки будет такое не очень высокое.
Ну и на трассе при большой скорости у тебя все-таки вот, ну, ускорение, оно будет... 2,9, да, Да. до сотни. Тут даже, понимаешь, тут не ускорение 2 до сотки, тут ускорение со 100 до 200. Мгм. Больше, наверное, об этом речь идет при такой-то мощности. О, сейчас Эмоции у меня тоже, Да, даже да, вышел, да. да, у меня сердце стучит, бьется. Класс. Эмоций нет. Эмоции в любом случае, что там, что здесь, они зашкаливают. Просто это, ну, действительно, машина, вот она, в нее садишься, и ты как будто в каком-то спорткаре. Вот 9X не так ощущался. В 9X все-таки ты сидишь даже... корабле. Даже с 48-вольтовой системой, ты все равно ты в корабле, да, себя Да, ощущаешь. Корабль, который может быстро ехать, который, да, там мало кренит, но тем не менее. Здесь же вот он такой прям... Другие ощущения, такой абсолютно. маленький, маленький, 5 метров. 5 метров, коротышонок. А выглядит вообще, да, как будто, не знаю, 4,6 как будто. Представляете, А. 5, даже подожди, 5,020, по-моему, или сколько там, вот точно, вот Да. столько, я В уже общем, забыл уже. Любовь, 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 по-моему. Классно, нет, классно вообще, просто вот классно. И вот с этой черной решеткой, ребята, как он смотрится. Ну, конечно, вот я в прошлый раз вам сказал, что синий цвет на черном, это вот, вон он стоит, сейчас мы вам покажем его. Классный, красивый, супер. Я бы вот очень сильно его хотел, но я думаю, что я бы все-таки взял матово-черный все-таки. А я бы брал Матово-черный. Я бы красный брал. А ты бы красный, да? Пишите в комментариях, что вы думаете про этот автомобиль. Как Поехали вы думаете, дальше. он лучше, чем 9X или нет? Кого будет брать лучше? Вот, кстати, вот потом мы как-нибудь в Слушай, да случайных кого будет новостях... брать лучше? Естественно, его. У него категория Б везде. Кстати, да, категория Б во всех комплектациях, в отличие от 9X. Но это не точно. Но 9X тоже на категории Б есть у нас. Как-нибудь в случайных новостях мы с вами разберем, что происходит с продажами на 8X и на 9X в Китае здесь. Какой автомобиль продается лучше? Так, друзья, ну что, прошел самый интересный этап наших испытаний. Хотя, может быть, не самый интересный, да? Возможно, пески будут поинтереснее. Пески. Я жду оффроуда. Да, но все равно здесь было очень интересно. Они выстроили прям такую вот сцену, эмоции прям переполняют. Классно. Машина держит дорогу уверенно, четко. Причем, обратите внимание, какая дорога, да, Антон? Он правильно Да. подметил, что это скользкая плитка Скользкая обычная. плитка, да. Машина едет потрясающе. Вот нету кренов, вот она держит дорогу, она прям за нее цепляется. Ты ее пытаешься ее выкинуть, нет, она такая, нет, я буду стоять в этих конусах. Очень классно. Эмоции зашкаливают, Да. если честно. Это второй автомобиль, который я люблю на китайском рынке. Первый — это 9X. И вот 8X. Ну, внешне просто. Это два автомобиля, которые будоражат мою кровь. И я очень сильно хотел попасть на это место. Я хотел проехаться на треке, проехаться, вообще сделать тест-драйв этого автомобиля. Я очень сильно ждал этого дня. Слушай, я хочу сказать, что раньше, буквально 2 года назад, чтобы допустить тебя для вождения такого автомобиля сверхбыстрого, ты должен был пройти обучение. Вот, мы с Антоном ездили на Zikr FR, снимали, прежде чем нас допустили к гонке, мы проходили обучение, действительно, да. Сейчас же, только что ускорение было до сотни, 2,8 секунды, ребята, это просто, это СУВ, СУВ. кроссовер, Тяжелый. 2,8 секунды. И сейчас, пожалуйста, езжайте все, кому не лень. Все, кому не лень, и даже, наверное, не очень-то и хорошо, что это становится нормой. Как будто бы, вот я же говорю, вот раньше эти секунды, они добивались тяжелым трудом, опытом, умением водить. Сейчас же ж нет. Ты получаешься просто, у тебя доступный автомобиль Да. становится. Доступная мощность. Мощность круто. доступна для всех. Сейчас у нас короткий участок испытаний. Здесь 0-100 и торможение. Давайте проверим, на что способен Zikr 8X. Поехали. Друзья, вжимает просто в кресло. Меня прижало. Тормоза отрабатывают очень четко. Мы встали прям как литые. Машина никуда не ведет. Четко держит дорогу. Прям класс вообще. Антон еще не катался, он не знает этих ощущений 2,8 до сотни. Сейчас посадили его за руль. Инструктор ему дает указания. Ну что, Антон, давай, езжай. Японский.
Еще никогда так цифры быстро не бежали до 120. Сколько у тебя показатель? Посмотри, ну-ка дай-ка. Мне кажется, я так себе стартанул 2,86. 2,86. На 0,1 секунду меньше, чем у меня. Заявленные 2,9. Я с инструктором в машине 2,86. Очуметь. Здесь ускорение ощущается, конечно, совсем иначе, как, допустим, в SU7 Ultra, потому что там машина все-таки седан, аэродинамика другая, вес. Здесь такая хабазин, прет так быстро, это что-то с чем-то, конечно. Весело. Я аж прослезился. А торможение как тебе? Как будто бы вот я на хэтчбеке. Ты заметил, да, что она едет Да, ровно вообще? ровно. Тормозишь, ее не ведет никуда вообще, четко становится. Да, кстати, мне кажется, давно проблем нету у Зикров. По тормозам 6-поршневые суппорта спереди, 4-поршневые сзади. И обратите внимание на площадь тормозного диска. Он очень большой. Я ощущаю здесь больше в спортивном автомобиле, нежели в громоздком SUV, каким является 9X. Хотя и это тоже здоровый, тяжелый автомобиль. К управляемости вопросов нет. Держит дорогу. Хотя, опять же, про остроту руля мы уже говорили. Хотелось бы, чтобы в настройках в спорт-режиме можно было сделать руль более наливным. Окей. Так прикольный ремень дергает. В общем, сейчас отвлекся, меня ремень так тунь-тунь-тунь-тунь подтянул. Типа смотрим вперед, не отвлекаемся. Прикольненько. Я хотел сказать про расход. Расход у нас сейчас 7,8 киловатт-часов на сотку. Работает у нас смешанный режим, умный, режим ICEV. И расход у нас бензина 5,5 литров на сотку. Однозначно, Леша, этот автомобиль создан для дальних путешествий. Я сижу с таким комфортом, мне так все классно. Расположиться можно как угодно. Явно здесь вопросов к посадке нет. Подвеска, конечно, классная. Все неровности съедаются. Это если мы говорим про езду по асфальту. Все же пневмо, это CCD. Не CDC, а CCD. Вот подсказка, что это такое. Дают о себе знать. Кайф. Так, Леш, я тут закладываю достаточно остро. На 110 тебе там как сидится? Вообще комфортно. Меня не кидает. Чувствуется, что повороты крутые. Угу. Но я сижу прям отлично. Вот сейчас ветер боковой, встречный, и шумка другими красками сразу заиграла. Поэтому, да, все такое субъективное, и, возможно, если бы мы все время ехали с таким встречным ветром боковым, мы бы как-то шумку по-другому описали. Но вот опять ветер стих, мы поменяли угол, все, опять все шикарно. Слушайте, а вот на заднем ряду как будто бы шума побольше чуть-чуть, чем спереди. А я ехал 160. 160, ну-ка, сейчас 150 поставь, да, давай. Давай, 150, давай. Но вот все равно немного сзади шумнее, чем спереди. Ну и давайте посмотрим на радиус разворота. Заявленный радиус разворота 5,8 метров. Ха-ха-ха! Вот так вот умеет она. А сейчас нам продемонстрируют, как Zikr 8X умеет справляться вот в таких вот узких местах. Ну, допустим, вы приехали в какой-то узкий двор, питерский, заставленный плотно машинами, и не можете повернуть направо из-за припаркованных машин. Так, обратите внимание, машина упирается в машины, и сейчас активируется танковый разворот, как мы его называем. Они его называют компас. Обратите внимание, при помощи двух моторов, электромоторов на задней оси, задняя часть машины разворачивается, и, соответственно, дальше можно продолжать движение. Ну и, соответственно, дальше у нас то же самое происходит. Опять же, вы упираетесь в машины, которые припарковали недобросовестные владельцы. И для того, чтобы проехать дальше, вам нужно опять же применить функцию вот этого так называемого компаса, ну или танкового разворота. Конечно, пользоваться этой функцией на постоянке нежелательно, потому что вы сотрете свою резину. Но бывают такие ситуации, когда может вам пригодиться это все. Вот таким вот образом можно избежать каких-то проблем. А вот так выглядит автомобиль в синем цвете.
черной решеткой, синий цвет. Друзья, это вот мой самый любимый вариант этого исполнения Zeekr 8X. Это просто, это вот выглядит, знаете, как-то вот волшебно. Выглядит так, как не выглядел ни один автомобиль. Антон, расскажи, пожалуйста, подробнее про эту версию, потому что меня переполняют эмоции, и меня просто, я сейчас не могу подобрать даже слова. Версия Yaoin. Только в этой комплектации вы можете получить такой шикарный цвет. Леха, я переобулся в полете. В смысле переобулся? Я вот сейчас под этим углом посмотрел, я не хочу красный, я хочу такой. Ну так естественно. Она выглядит просто волшебно. Она вот с этими черными почему-то вот обвесом, она потрясно выглядит. Настолько, что точно я не хочу. Красную хочу эту. И салон, да, конечно, у Yaoin это отдельная история. Это как у Obsidian Black. Да. Только такой одной расцветки. Все, больше ничего у вас не будет предложено. Только так и никак иначе. Чем отличается от всех других версий? То, что здесь будет активная стабилизация, либо, возможно, она будет называться в дальнейшем 48-вольтовая система. Но пока официально везде пишут, что активная стабилизация. Официального релиза нету. Ни на момент съемки, ни на момент выхода этого ролика пока еще официального релиза нету. Он будет чуть позже, и тогда мы об этом узнаем. Тогда напишем в нашем телеграм-канале для вас, дорогие наши подписчики, напишем всю информацию об этом автомобиле. То есть либо это упрощенка и называется активная стабилизация, либо это новое название 48-вольтовой системы. Вот сегодня мы покатались на треке. Ездили мы сначала на версии без активной стабилизации, а потом мы ездили с версией с активной стабилизацией. Ну, это так, как нам сказали менеджеры. Насколько они правы? Наверное, правы. А может быть, и там была активная стабилизация. Потому что сейчас тоже, даже они не знают точной информации, у них есть какие-то листочки, но мы разницы не почувствовали вообще. Вот именно в кренах, заезжали мы во все эти повороты на скорости, крены как будто бы везде были одинаковые. Возможно, везде стояла активная стабилизация. И вот сейчас мы смотрели листочки, которые нельзя вам показывать, и нам втайне показал менеджер, да. Написано активная стабилизация, что есть в Ультра Плюс есть и в Yaoin есть. Да. То есть, возможно, мы катались на обеих моделях, где была активная стабилизация. Скорее всего, наверное, так и было. Но я хотел бы акцентировать ваше внимание на салоне, потому что в версии Yaoin другой салон, и он выглядит потрясающе просто. Во-первых, эти ковши, да, Антон? Да, они другие, абсолютно. Они какие-то спортивные такие, они облегают прям тело, вот так вот, посмотрите. И здесь я сижу как будто влитой, понимаете? То есть у меня и боковые подпорки классные, и здесь по бокам просто меня держит очень хорошо все это. Какая еще разница? А разницу я тебе не скажу, какая. Почему? А потому что конфигуратор еще не полный. Непонятно, будет ли фаркоп. Но вроде бы как он где-то есть, его где-то видно, а в конфигураторе его нет. Вот фаркоп, да, потому что были картинки, где Zeekr 8X тянет за собой прицеп. Да, были. Были они. То есть фаркоп тоже должен быть. То есть конкретно какая разница между Ультра Плюс и этой версией по техничке, пока непонятно. То есть что там будет накинуто, что не накинуто, что можно будет добавить. Какого числа мы все узнаем? Ланч должен быть 16 числа, 16 апреля. Должен быть уже полностью доступен конфигуратор, все должно быть известно. Из изменений на руле появились две кнопки. С одной стороны Energy Boost, с другой стороны Mode и Launch. У меня здесь есть карбоновая вставочка. Да, вот она идет, Да. вставка через весь салон прошла. Следующее отличие в резине. Версию Yaoin, она разноширокая. Сзади 315 на 35, спереди 275 на 40, 22 колеса. Антон, какие еще отличия? Есть активный спойлер. Вот такая красотень. Для ускорения в 2,9 секунды это вещь, наверное, необходимая. Ну, прикольно смотрится. Мне нравится это решение, на самом деле. Добавляет спортивности точно. Да, да. Такой и уникальности, опять же, да? А теперь давайте замерим клиренс. Машину подняли в самый верх. 25 сантиметров. В максимальном положении до подножки 20,5 сантиметров. Ничего себе, 5 сантиметров. Да. В самом низком положении 19 сантиметров до батарейки, но 14,7 до подножки. Замерим салон. 1,53 м спереди и 1,45 м сзади. Ну, спереди хороший просторный, сзади средний салон. А сейчас момент X. Подошли мы к замеру кузова. Багажник. Как думаешь, Антон? Жестянка. Оцинковка. Ладно, не пугайся. Поехали дальше.
Итого, резюмируем. Весь кузов у нас оцинкованный, капот алюминиевый. Толщина краски 120-130. Пороги 98. В общем, слушайте, хорошо. Друзья, ну а теперь мы будем отвечать на вопросы, которые вы пишете у нас в комментариях. Конкретно, что вы написали под нашим обзором Zikr 8X. Кто не видел, посмотрите, пожалуйста. Поехали, Антон. Один клоун пишет: самый быстрый кроссовер в мире. Ну-ну. Давайте баттл с X5M. Что-то мне подсказывает, что киты на это не пойдут. Высока вероятность обосраться. Слушай, я думаю, что здесь слов мало, надо показать. Давай. Поехали. Время прокатиться на BMW X5M. Хочу отметить, что здесь тоже нету регулировки ремня по высоте, так что не гоните на Zikr 8X. Так надо. Помимо ускорения, это отдельная тема. Вот тормоза. Когда тормозишь на этом автомобиле, ее вот так вот всю сразу же болтает. Это, конечно, интересно. Ну что, я смог сделать на ней 3,98. Интересное ощущение. Машина пинается, когда едет. В общем, нет этого линейного прямого ускорения, как у электричек. Но кайф рычащей машины все-таки присутствует. Ну что, сейчас мы покатались по этому треку. Ощущений, просто впечатлений масса. И сейчас, знаете, переполняет это вот все. Будь здоров. Правду говоришь? Да, китаец не врет. И вот знаете, самое то, что было, наверное, нечестно со стороны Zikr, это то, что они нас в конце просто посадили на немцев. Тем самым просто унизив их. Вы знаете, это уже второй раз. Первый раз, если вы помните, у нас был обзор на Zikr X, и тогда они нас посадили на Audi Q3 после тест-драйва Zikr X. И вот тогда еще мы просто поразились, насколько разница вот этого, да, вот велика была. И сейчас то же самое. То есть после того, как мы проехали на этих немцах, ощущение, как будто сели в какие-то старые допотопные машины. Хотя Бэха-то была свежая, да, Антон? Бэха свежая, Бэха, да. X5M 1 180 000. 1 180 000. Ужас просто, просто ужас. Кайен простенький, да? Кайен простенький, там не турбо-S, никакой там, в общем, что-то такое. Все это сделано для того, чтобы ты в конец разочаровался в немцах. Нет, мы-то давно уже не топим за них, мы это все понимаем, но разница, конечно, наглядная. Да, есть приколы, что X5 ты ощущаешь себя вот этот рычащий автомобиль, есть свои плюшечки классные, но знаешь, не 1 180 000. Не 1 180 000 точно. И я, вот знаешь, я что хочу сказать, что вот классный звук, классное все это супер, это такое, знаешь, такие тоже впечатления там вот от рычащего мотора, но это Давай все временно. по камням, поехали по камням. И прямо это, Да хочу, ну, да ты успеешь. Да не успею ее. О, спасибо. Ага, говори. Вот сейчас мы едем по камням, здесь тишина, мы с тобой спокойно разговариваем, да? Вот еще раз тебе по камням, для тебя специально, вот, пожалуйста, вот тебе по камням. Спасибо большое. Мы спокойненько едем, у нас ничего здесь не дребезжит, ничего не жужжит, не шумит. Мы классно с тобой общаемся, едем, наслаждаемся просто поездкой. Ну вот с этим рычащим мотором, когда ты нажимаешь, и тебе кажется, что сейчас двигатель просто вылетит, а когда ты нажимаешь на тормоз, когда все это дребезжит вот так вот, гремит, думаешь, да ладно, да как вообще можно от этого кайфовать? Ну я понимаю, да раз-два съездить там, знаешь, когда ты вот на картинг. Ты приходишь на картинг, ты кайфуешь. Ну ты кайфуешь от разовой поездки на этом картинге. То ты же не будешь кайфовать, если будешь ехать часами, по 10 часов. Сейчас тебе скажут рулежка у BMW. Рулежка, мы сейчас порулили. Друзья, и на Бэхе, и на Кайене мы порулили. И я скажу вам так, что вот здесь ощущаешь себя гораздо комфортнее за рулем. Дорога чувствуется четко, великолепно, отрабатывают все датчики. Ну, на BMW X5M, представляешь, на скорости 120 км в час у тебя колесо, а ты на мокром асфальте.
Только если ты прям профессиональный водила, ты вытащишь ситуацию. Спасешь, да. Да. Здесь же, вот, пожалуйста, нам на презентации показали, рассказали. Тест 123 км в час. На этой скорости у них пробивают они специальное колесо. Система удерживает машину ровно. Далее они усложнили все это. Они пускают машину на круг, который поливают водой. То есть машина заезжает на мокрый круг. И она держит прекрасно этот круг. Но они на этом не остановились. Дальше они машину пускают по лосиному тесту змейкой. Друзья, и тут тоже мокрое все. И она с пробитым колесом, она все это вывозит. Вы понимаете? Насколько уровень высокий. Вы начинаете все придираться к этому редуктору сраному. 8X уж другая система. Вы посмотрите наш ролик про Geely Safety Center. Центр безопасности. Нет ни у одного концерна таких сейфти-центров. Ни у кого нету, только у Geely есть такой центр. Причем Geely делится всеми своими разработками со всеми. То, что происходит сейчас на китайском рынке, ребят, это настолько сильно меняет всю автоиндустрию. И то, что будет через 2, 3, 5 лет, просто страшно представить. Антон, я помню, в комментариях писали про 48-вольтовую систему стабилизации, что мы ошиблись, говоря, что ее здесь нету. Писали. Отвечаю. Да, мы так сказали. Почему? Потому что в конфигураторе ничего про нее не написано. И менеджер нам сказал в салоне, что ее нету. Да. И даже сейчас у нас этой информации нет, а есть информация, что есть активная стабилизация. Так что это такое, мы уже узнаем непосредственно на Эвенте. 16 числа. Всех мучает только один вопрос. Что с редуктором? Официального ответа нету на этот вопрос. По всем нашим каналам, где-либо мы не запрашивали, все юлят. Якобы вообще ничего такого не было, и мы ничего не знаем, а все проблемы, которые происходили за территорией Китая, то это их проблемы, это не наши проблемы, у Зикров такого здесь не было. Вот такой ответ мы обычно получаем. Поэтому, судя по всему, то, что у новых партий, которые приезжают в Россию, такого вопроса больше нет, значит, это пофиксили еще с тех автомобилей, которые начали выпускаться либо в конце 2025 года, либо в начале 2026. Следующий вопрос. А можно ли заказать без потолочного экрана? Так. Не знаю, в конфигураторе такого нету. Так что ждем опять официальный конфигуратор, смотрим, будет ли такая опция, что его можно выкинуть и сделать нормальную панораму, узнаем позже. Следующий вопрос задает Эдвард. Спрашивает, а есть ли фаркоп, в каких комплектациях? Тоже ждем официальный конфигуратор, там смотрим. Увы, пока ответа нет. Антон спрашивает, есть ли здесь подворачиваемые задние колеса? Нет, как и в 9X, здесь только прямо. Без каких-либо подворачиваний. Ребят, что-то мало вопросов. Пишите в следующий раз больше. Не готовились, что ли? Давайте, насыпайте нам. Да, друзья, не стесняйтесь, пишите комментарии всегда, конечно, под нашими роликами. Мы все читаем, стараемся, по крайней мере, все читать. И по возможности отвечаем на то, на что можем ответить. Сейчас давайте протестируем автопилот. На скорости 130 держит полосу хорошо, уверенно, не кидает его из стороны в сторону. Прям серединку он взял и четко держит на поворотах, везде едем хорошо. То есть это функция, ребят, просто удержание в полосе обычная, которая будет работать везде, где есть разметка, как мы уже много раз говорили. 9X, если помните, да, я тогда сказал, что кожа, она как будто бы картон была, такой картон, обитый чем-то таким кожаным изделием. Здесь же хороший, приятный руль. Он очень сильно отличается, на мой взгляд, от 9X. Мне по ощущениям, вот он прям приятный. Приборная панель, опять же, она скрыта небольшим козырьком. Мы сейчас едем, да, у нас вот здесь в пустыне, солнце в зените, ничего не бликует, все классно вообще, все отлично, информация вся отображается. Вывести можно любую информацию сюда, вот давление в шинах, расход, скорость, ускорение, все. Проезжаем вот такие прекрасные места, посмотрите, как красиво. Так вот, пока мы едем через всю вот эту пустыню огромную, ребят, я хочу сказать, что ехать очень комфортно. Я в эту сидушку просто расположился, знаете, ничего не жмет, удобно, комфортно. Здесь можно ее увеличить по длине. Я сразу же что и сделал, в принципе. Сидушка регулируется по наклону. Спинка комфортная, вот ковши меня поддерживают, поддержка тоже хорошая. Управление все отсюда, но это как бы знакомый вам по 9X. Все. И, соответственно, вот они, мои любимые позиции, да, то есть вот я могу ехать хоть так, хоть так. Классно. Вообще, слушайте, замечательно. Обзор
хороший. Здесь стойки, они выполнены, то есть они сами по себе широкие, но они выполнены таким образом, что они особо водителю не мешают. Противоположно немного широковатая, вот это вообще оно классное здесь все. Зеркала среднего размера, они небольшие, не маленькие, в принципе хватает. Настроек здесь много, мне очень нравится, вот эти все физические кнопки, то есть едешь, сразу все настраиваешь. И вот сейчас я заметил, поймался на мысли на том, что мне очень нравятся механические дефлекторы, друзья. Во-первых, они приятные, они видно, что качественные. Вот. Это даже такой благородный щелчок. HUD проекция большая, сочная, она с функцией AR, то есть дополненной реальности. Отображает разную информацию, проложили карту, у вас навигация перед глазами, удобно. При включении поворотника у вас отображается информация на экране, вот, пожалуйста, камера здесь, камера слева, либо камера справа, соответственно, в какую сторону поворачиваете, все отображается. Зеркало может быть как в обычном варианте, так и в электронном, то есть включаете, все, картинка сочная, яркая, хорошая. Едем мы сейчас по скоростной трассе, скорость 150. Ребят, шумоизоляция классная. Мы сейчас едем спокойно, разговариваем. Ничего нам не мешает. Ни ветер, ни шум. Да, как бы здесь покрытие не идеальное, кстати. Обратите внимание, что здесь асфальт не такой, как у нас на югах, где идеально просто такой, знаете, бесшумный асфальт. Это обычное асфальтное покрытие, которое, в принципе, дает немало так шуму. Но мы едем и спокойно в машине разговариваем на скорости 150 км в час. В автопилоте автомобиль едет с максимальной скоростью 130 км в час. Это касается и продвинутого автопилота, и также удержания в полосе. 130 км в час. Но в принципе, как и все китайские автомобили по закону. А вот если мы переключаемся в адаптивный круиз-контроль, тогда скорость можно повысить до 150 км в час. Так как мы находимся в провинции Ганьсу, то здесь иностранцам не все разрешается. Китайцы могут ездить здесь везде, передвигаться, но мы, к сожалению, несмотря на то, что у нас есть официальные китайские права, полученные здесь в Китае, мы не можем передвигаться вот по каким-то там особым красивым местам, куда бы мы хотели поехать. Причем не то, что мы не можем за рулем ехать, а мы вообще не можем, в принципе, попасть туда даже. То есть нужно получать какие-то разрешения заранее, нужно было, или что там нужно было. В общем, сейчас мы пытаемся найти какое-то место, более-менее оффродное такое, чтобы где-то выехать на какие-то пески, показать вам, как справляется Zeekr 8X. Посмотрим, что с этого выйдет всего. Так, ребята, мы сейчас тут пытаемся выехать на оффроуд, на бездорожье. А вот единственное, куда они нас пустили, это вот на эту паркинговую площадку, на парковку перед этим вот строением. Дальше нам просто не разрешают никуда ехать. Мы говорим, давайте вот сюда выйдем. Они говорят, нет, нельзя сюда ехать. Друзья, вот такие вот маленькие, как их назвать, холмики. Вот такие маленькие холмики. Мы говорим, дайте нам прокатиться на этой машине вот здесь. Они говорят, нет, вы что, это опасно. Это опасно, машина там застрянет, и она не выйдет обратно. А потом, как мы ее будем вытаскивать? Я говорю, вы что, издеваетесь, что ли? На этих холмиках любая машина проедет. Они говорят, нет, нельзя. Слушайте, честно говоря, вот начало было классное, начало было такое восхитительное, эмоциональное. Мы получали действительно удовольствие, мы получали удовлетворение от этой машины. Но то, что нас ждало здесь в финале, мы пролетели через полстраны. Вывод в том, лететь сюда ради того, чтобы прокатиться по идеальному асфальту. Вдоль пустыни 0. Понимаешь? Тут мы даже лежачих полицейских здесь не нашли, чтобы нормально протестировать, так сказать, вот эту вот подвесочку. Нам не дают здесь по гравийке погонять. Просто даже здесь по гравийке нам не дают пятачок сделать. Они говорят, тут просто недавно машина поехала, и стекло разбилось. Они переезжали где-то здесь, там, и у них стекло разбилось. Слушайте, друзья, ну вот честно, ну смешно. Ребята из Zeekr, если вы приглашаете на тест-драйв опытных водителей, ну вы дайте им нормально показать, на что способны машины. Я не знаю, за что вы переживаете. Вы думаете, ваш полноприводный Zeekr с 900 лошадиными силами не справится вот с этими бугорками? Ну это смешно просто, максимально смешно. Эмоции-то есть, что ты уж наговариваешь. Отрицательные только, правда.